Человеческий разум. Веками он был настоящей загадкой, таким черным ящиком. Мы видели, как люди действуют, как реагируют, но что именно происходит у них в голове в этот момент? Сегодня мы как раз и проследим, как наука наконец-то подобрала ключ к этой тайне и позволила нам заглянуть в собственное сознание. А вот и вопрос на засыпку. Если стать свидетелем какого-то события, можно ли быть абсолютно уверенным, что запомнилось все в мельчайших деталях? Так вот, наука говорит, скорее всего, нет. И эта уверенность может быть очень обманчива. Это, пожалуй, один из самых известных экспериментов психологии. Участникам показывали видео с игрой в баскетбол и просили просто посчитать, сколько передач сделала одна из команд. И знаете, что самое поразительное? Примерно половина людей была настолько сосредоточена на этой задаче, что совершенно не заметила человека в костюме гориллы, который неторопливо прошел прямо по центру кадра. Это доказывает одну простую вещь. Наше внимание — это мощный, но очень-очень избирательный фильтр. Мы видим далеко не все, что находится прямо перед нашими глазами. Так, но как вообще стало возможным изучать такие штуки? Ведь долгое время сама мысль заглянуть в разум казалась чем-то, ненаучным. Психика и была тем самым черным ящиком, который ученые предпочитали обходить стороной. В первой половине XX века в психологии, можно сказать, правил бал бихевиоризм. У его сторонников, вроде Б.Ф. Скиннера, был простой принцип. Если что-то нельзя потрогать и измерить, для науки этого как бы и не существует. Их интересовали только стимулы и реакции. А что там внутри, мысли, чувства, планы, все это было заперто в черном ящике. И заглядывать туда было, просто-напросто запрещено. И вот этот сдвиг можно представить себе как весы. На одной чаше бихевиоризм, который спрашивал, как человек реагирует, а вот на другой — новая когнитивная психология, которая осмелилась задать совершенно другой вопрос, а почему он реагирует именно так? И фокус сместился с чисто внешнего поведения на внутренние процессы, на внимание, на память, на мышление, и это, конечно, стало настоящим прорывом. И вот, к середине XX века стены этого черного ящика начали давать трещины. Накопилось уж слишком много вопросов, на которые бихевиоризм, он просто не мог дать ответа. Это и стало началом той самой когнитивной революции. Одним из главных взломщиков стал лингвист Ноам Хомский. Он, по сути, нанес сокрушительный удар по идеям бихевиористов. В самом деле, как можно объяснить всю сложность языка простым кнутом и пряником? Дети ведь не просто повторяют за взрослыми, они творят, они создают совершенно новые предложения, которых никогда раньше не слышали. Этот аргумент попал точно в ахиллесово пяту старой школы. Ответить было нечего. И это было только начало. 50-е и 60-е годы — это просто волна открытий. Появляются исследования о границах нашей памяти, первые модели внимания. И вот, наконец, в 1967 году Ульрих Найсер своей книгой как бы ставит точку и официально дает имя новой науке — когнитивная психология. Итак, чтобы взломать код черного ящика, ученым нужен был новый ключ, какая-то новая метафора. И они нашли ее в самой прорывной технологии той эпохи. Идея была на самом деле простой до гениальности. А что, если наш разум — это своего рода компьютер? Мозг — это железо, наш хардвер, а вот наши мыслительные процессы — память, внимание, логика — это софт, программное обеспечение. И вот тут-то все и меняется. Ведь если это софт, значит, его можно изучать. Можно измерять скорость его работы, объем памяти, находить его баги и ограничения. Это дало ученым совершенно новый, понятный язык для описания психики. Давайте проверим это на практике. Прямо сейчас. Сколько несвязанных между собой цифр или слов можно удержать в голове одновременно? Попробуйте представить. Так вот, скорее всего, получилось что-то около 7. Это и есть то самое магическое число, одно из первых великих открытий когнитивной психологии. В своей знаменитой статье 1956 года психолог Джордж Миллер доказал, наша оперативная или рабочая память очень ограничена. Ее объем в 7 плюс-минус 2 элемента. Вы только вдумайтесь, впервые в истории ученые смогли измерить конкретный параметр невидимого психического процесса. Это было просто неопровержимое доказательство. Да, модель разума как компьютера работает. Итак, наш разум — это мощный процессор. Но, как и у любого софта, у него есть свои системные ошибки, свои баги. И эти баги регулярно приводят к сбоям, особенно когда дело доходит до принятия решений. А теперь
Небольшой тест. Взгляните на описание. И быстро, не раздумывая, решите, какой из двух вариантов кажется более вероятным. Не надо анализировать, просто доверьтесь первому впечатлению. Если был выбран вариант «Б», вы в подавляющем большинстве. Но с точки зрения чистой логики и статистики, вариант А всегда будет более вероятен. Этот простой пример вскрывает то, что психологи Даниэл Канеман и Амос Тверский назвали когнитивными искажениями. Наш мозг, оказывается, обожает срезать путь, использовать готовые ментальные шаблоны, чтобы экономить энергию. Но вот беда. Эти короткие тропинки очень часто ведут нас к совершенно неверным выводам. И вот здесь история делает удивительный виток. Оказалось, что изучение софта нашего мозга и создание искусственного интеллекта — это, по сути, две стороны одной медали. Получилась такая удивительная петля обратной связи. Сначала как было? Психологические теории о том, как мы мыслим, легли в основу первых моделей искусственного интеллекта. А теперь все наоборот. Ученые используют нейросети, чтобы проверять гипотезы о работе нашего с вами мозга. Получается, что, изучая искусственный интеллект, мы все глубже и глубже познаем интеллект естественный. Так куда же мы движемся дальше? Путь проделан огромный, от полного неведения о том, что творится у человека в голове, до детального картирования его программного обеспечения. Когнитивная революция, по сути, навсегда изменила наш взгляд на самих себя. Она доказала, что внутренний мир не просто можно, а нужно изучать научными методами. И, наверное, главный ее урок вот в чем. Наш разум — это не идеальное зеркало реальности. Это сложный, невероятно мощный и, что самое интересное, порой ошибающийся процессор. И это подводит нас к главному вопросу уже нашего времени. Создавая все более и более мощный искусственный интеллект, что мы на самом деле делаем? Мы просто строим более совершенное зеркало, чтобы лучше понять себя? Или мы стоим на пороге сотворения совершенно новых видов разума, который однажды станет для нас такой же загадкой, какой когда-то был наш собственный? Ответ на этот вопрос, похоже, наука ищет прямо сейчас, у нас на глазах.